Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать вязаную сумку для кукол. После видео про вязаный жилет многие просили связать что-нибудь и крючком. Для этой сумки я возьму бежевые хлопковые нити фирмы Кружевница. И вот такой небольшой крючок 0,6 мм, но подойдет и чуть больше. Ориентируйтесь на диаметр своей пряжи, чтобы головка крючка была размером примерно с толщину нити. Я очень люблю сочетание разных материалов и фактур, поэтому также возьму кожзам. Для начала свяжу основу сумки, делаю петлю и поддеваю рабочую нить крючком, затягивая узел. Это будет первая воздушная петля. Из нее вывязываю следующую. И так набираю цепочку из 7 воздушных петель. Затем пропускаю одну петлю и ввожу крючок во вторую. Захватываю нить и вытягиваю петлю на крючок. Провязываю сразу 2 петли. Это столбик без накида. Ввожу крючок в следующую воздушную петлю и делаю то же самое. Провязываю столбики без накида до конца ряда. Всего должно получиться 6 петель. Это будет подготовительный ряд. Чтобы перейти на следующий ряд, нужно сделать одну воздушную петлю подъема. Дальше вязать я буду за заднюю дужку петель. Также ввожу крючок во вторую петлю от крючка. Вытягиваю петлю, но теперь сразу протягиваю ее в первую петлю на крючке. Это полустолбик или соединительный столбик. Провязываю и еще один. По 2 таких полустолбика буду вязать в начале и в конце каждого ряда. А на середине полотна делаю прибавку, то есть провязываю по 2 столбика без накида в одну петлю. И делаю вторую прибавку в следующую петлю. Затем опять 2 полустолбика. Следующий ряд: 1 воздушная петля подъема, 2 полустолбика, теперь 1 столбик без накида, 2 прибавки,
1 столбик без накида и 2 полустолбика. Провязываю еще 2 ряда с прибавками. Затем вяжу 16 рядов без прибавок. Это ровно половина сумки. Поэтому теперь повторяю вязание в обратном порядке. Сначала вяжу 16 рядов столбиков без накида, а дальше вместо прибавок буду убавлять петли. Как всегда, начинаю с 2 полустолбиков. Затем 4 столбика без накида. Теперь вытаскиваю петли из 2 последующих петель и провязываю сразу все эти петли. Делаю и вторую убавку. Затем 4 столбика без накида и 2 полустолбика в конце. Такие убавки делаю еще 4 ряда. И еще один ряд провязываю без убавок и полностью столбиками без накида. Таким образом получается вот такой симметричный рогалик. Чтобы удобнее было формировать сумочку, я продену нить в крайние петли, наподобие сборки. Оставляю хвостик примерно 15 сантиметров. Из кожзама выкраиваю верхние детали сумки. Промазываю детали своим любимым универсальным полимерным клеем, чтобы сделать их прочнее и закрепить имеющуюся подкладку. Фиксирую верхний клапан вот таким образом. А посередине располагаю ремешок. Сшиваю все это по нижней линии. Закрепляю один конец нити вязаной детали, а второй конец продеваю в иголку. Равномерно распределяю вязание по краю клапана. Теперь пришиваю клапан мелкими стежками простым швом вперед иголка.
Таким же образом прошиваю и заднюю сторону сумки. Часто мне пишут, что у них нет возможности использовать дополнительную металлическую фурнитуру в качестве держателей, пряжек, карабинов и так далее. Поэтому в этом видео я покажу другие возможные варианты креплений. Для фиксирования клапана в закрытом состоянии делаю петельку. Плотно ее не затягиваю, чтобы можно было продевать ремешок. Выкраиваю лямку нужной длины. Также укрепляю ее клеем. Продеваю концы лямки в ушки сумки. И закрепляю их клеем. При желании также можно и прошить. Дополнительно наклеиваю шлёпки. И вот такая уютная вязаная сумка у меня получилась. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!